Есть участок пути, который вы не сможете преодолеть в одиночку, без проводника. Я есмь Кутхуми, пришедший к вам вновь. Я есмь пришел, чтобы продолжить ваше обучение. И, как вы знаете, мы стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы все те знания, которые вы получаете в ходе этих диктовок, легко усваивались вами и не вызывали раздражения. Процесс вашего обучения сродни кормлению маленьких детей. Мы тщательно подбираем для вас пищу и следим, чтобы вы не переели и в то же время не остались голодными. Забота об учениках является главнейшей обязанностью учителя. Однако порой наша забота о ваших душах воспринимается вами как наказание или покушение на вашу независимость. Действительно, когда вы твердо вступаете на путь, то в отличие от ожидаемого комфорта и сопровождающего вас постоянно чувства благодати и гармонии, вы начинаете сталкиваться с совершенно непонятными вещами, которые требуют дополнительного разъяснения с нашей стороны. Как только мы видим, что ученик готов, и его устремление следовать по стезе достигает определенного уровня, мы берем этого ученика под свою усиленную опеку. И с этого момента ученик уже не может сказать, что он в полной мере обладает свободной волей. Здесь, возлюбленные, заключен очень тонкий момент. Вы обладаете свободной волей, но наступает определенный этап на вашем пути, когда вы вынуждены поступиться вашей свободной волей для того, чтобы сохранить ваше продвижение по пути. Представьте себе, что вы идете в горы и достигли очень опасного участка пути. Впереди отвесные скалы и пропасти. Вы можете двигаться по-прежнему самостоятельно, но разумнее с вашей стороны довериться опытному инструктору, проводнику, который будет руководить вашим дальнейшим продвижением. И вы вверяете себя воле этого инструктора. И вы вынуждены подчиняться его указаниям и рекомендациям. Он внимательно следит за вашим движением и подсказывает, куда ставить ногу и где лучше изменить направление движения, чтобы быстрее достигнуть цели, вершины божественного сознания. Подобный инструктор, проводник,
может быть встречен вами на физическом плане. Однако мы должны заметить вам, что очень чистых проводников, учителей, которым вы могли бы полностью доверить себя, на физическом плане встретить очень трудно. Единицы могут дать вам подробные наставления о вашем пути, когда вы приближаетесь к вершине. И аналогия здесь полная с инструкторами-альпинистами, которые способны подняться на величайшую вершину мира Джомолунгму. Миллиарды людей населяют планету Земля в настоящее время. И только единицы способны подняться на вершину Джомолунгмы. И различить среди этих миллиардов людей ваших проводников очень трудно. И очень многие люди будут говорить вам, что они являются истинными проводниками-инструкторами и будут предлагать вам пройти у них обучение за большие деньги. И многие из них также будут требовать от вас полного подчинения вашей свободной воле, воле этих самозванных учителей. Еще раз повторяю, действительно, есть этап на пути, когда вы должны частично или полностью отказаться от своей свободной воли и подчинить свою волю учителю. И очень большое количество проходимцев, ложных учителей, пользуются этой истиной, чтобы заполучить в свое распоряжение светлые души и пользоваться их светом. Какой же выход? Как всегда, выход в вашем развлечении, в вашей способности отличать свет от тьмы. Собственно, ваше основное качество, которое вам требуется на вашем пути, это качество развлечения. Нужна дисциплина, нужна преданность, устремленность и постоянство. Но прежде всего необходимо развлечение. Поскольку, когда вы вступаете на опасный участок пути, и впереди и вокруг вас только голые скалы, то от того человека, которому вы вверяете свою свободную волю, полностью зависит ваша жизнь. Поэтому мы заранее предупреждаем вас об этом опасном участке пути. Хотя для многих из вас этот трудный участок еще достаточно удален во времени. Как же сделать ваше развлечение? Я думаю, что не лишним будет повторить, что истинный учитель никогда не будет присутствовать там, где собраны толпы народа. Истинный учитель никогда не будет проводить свое обучение за деньги. И истинный учитель никогда не будет потакать вашей гордыне и вашему эго. Его задачей является как раз разбить вашу гордыню и ваше эго. Однако, среди указанных мною признаков вы всегда можете найти противоречия.
Вы можете, например, сказать, что Иисус давал свое обучение толпам. Вы можете сказать, что Иисус принимал пожертвования и жил на пожертвования. В этом и заключается трудность вашего пребывания в физическом мире. Всегда есть правила, и всегда есть исключения из правила. Поэтому так труден путь, и поэтому так немногие пока могут позволить себе следовать по этому пути. Мы можем предложить вам установить связь напрямую с вознесенными сонмами. И мы даем эти наши диктовки, чтобы облегчить вам установление этой связи. Однако вы знаете, что уровень ваших вибраций определяется уровнем вашего сознания. И поскольку подобное притягивается к подобному, то вы очень просто можете вступить во взаимодействие не с самыми светлыми силами, находящимися на астральном плане, если уровень ваших вибраций не позволяет вам подняться в эфирные октавы света. В конечном итоге все определяется вами самими. И нет ни одного существа во Вселенной, которое бы прошло ваш путь вместо вас. Вы можете просить помощи. Вы можете рассчитывать на помощь. Но идти вы будете сами. И выбор вы будете делать сами. Наша задача состоит только в том, чтобы максимально облегчить и обезопасить ваш путь. И всегда помните, что самый главный ваш враг и недоброжелатель скрывается внутри вас самих. И это ваш плотский ум, ваше эго. Все, что позволяет вам избавиться от вашего эго, идет вам на пользу. Все, что усиливает и укрепляет ваше эго, не является божественным. Поэтому ученики, уже достигшие очень высоких ступеней достижений, когда подходят к участку пути, требующему полного подчинения воле учителя, иногда предпочитают уклониться от дальнейшего продвижения. В сознании ученика с трудом находит отклик та мысль, что учитель способен причинять ученику боль. Учитель видит ваши недостатки, и иногда для того, чтобы вам избавиться от вашего недостатка, учитель дает вам очень болезненный тест. А ваше эго воспринимает этот тест как оскорбление или угрозу. Если вы обращаетесь к хирургу, и хирург предлагает вам сделать очень серьезную операцию, то вы по своей свободной воле можете согласиться с предстоящей вам операцией или отказаться от нее. Вы можете довериться власти хирурга или отказаться от операции. Вы решаете это сами. Но после того, как вы попадаете на операционный стол и полностью доверяетесь хирургу,
от вас уже ничего не зависит. Вы сделали свой выбор. То же самое происходит, когда вы доверяетесь учителю. И истинный учитель проводит вам очень болезненную операцию по удалению вашего эго. И вы осознанно идете на эту операцию, потому что понимаете, что ваше дальнейшее развитие и сама ваша жизнь невозможны, если вы не избавитесь от вашего эго сейчас. Есть участок пути, который вы не сможете преодолеть в одиночку, без проводника. И как только вы подходите к этому участку, появляется учитель. Это отражено в мудрости. Если ученик готов, то появляется учитель. Ваша задача – сделать развлечение. И вместо подъема вверх не пуститься по скользкой дороге вниз. Причем вы не всегда можете на вашем пути различить направление вашего движения. Все рекомендации вам даны. И обо всех сложностях вы предупреждены. И все же старайтесь всегда на протяжении всего вашего пути сохранять вашу веру и вашу любовь. А также я желаю вам, чтобы божественная мудрость всегда сопутствовала вам на вашем пути. Я есмь Кутхуми.